За поддержку канала большое спасибо двум его спонсорам Антону и Ананасику, двум чумбам-богам. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Блич. Произведение, любимое многими, это касается и моей аудитории. Персонажи, их история, пафос, сила и, конечно же, стиль Куба Тайта завлекает меня и по сей день. Однако, единственный минус, который нам не раскрыт до сих пор, история мира. Если быть точнее, его темная составляющая. Куба создал несправедливый, лживый, буквально сотканный из недосказанности и иллюзий мир. Но, увы, не уделил ему достаточно внимания. Но я постараюсь это исправить. Приятного тебе просмотра. Логичнее всего будет рассказать вам историю создания этого самого мира. Данный рассказ вы могли услышать в моем видеоролике о Айзене, а если нет, то могу уверить, это обязательная часть, которая поведает вам о грехе рождения трех миров. Итак, начать стоит с небытия, то есть объединенного царства, Уэкамунда, мира живых и общества душ. В те времена не было ни жизни, ни смерти, ни баланса, ни дисбаланса. Был лишь круговорот душ, в ходе которого появился первый Менос. И вместе с ним появилось и новое существо, гибрид, который взял все от Синигами, Квинси и подчинителей. Именно это существо и уничтожило первого Меноса, и это король душ, который в дальнейшем и будет олицетворять как бога, так и дьявола, управляя всем мирозданием и еще не разделенного мира. Однако со временем, защищая этот самый мир от пустых, он стал погружаться в хаос. И именно в этот промежуток времени появляется гвоздь программы. 5 великих кланов, у которых были свои опасения и желания. Они боялись, что король душ сможет использовать свою силу против них. Другие считали необходимым установить новый порядок и в нем укрепить новое, сформированное сообщество. Третьи же хотели заставить устоявшийся мир двигаться, подтолкнуть его к развитию. И только клан Шиба был против замыслов других благородных семей, что впоследствии и будет причиной его изгнания. Несмотря на разные взгляды и мотивацию, 5 великих кланов сошлись в одном. Они должны были разделить текущее бытие на 3 составляющих. Мир живых, сообщество душ и обитель пустых, Уэкамундо. Но для этого им нужна была соответствующая сила, сам король душ. И здесь кроется неизвестный нюанс, его запечатали, но не против своей воли, ибо Soul King был существом высшего порядка, буквально сильнейшим. Однако по собственной воле позволил себя запечатать. Но это далеко не конец. Некоторым благородным семьям было мало, и они считали, что король душ, который в текущий момент держатель баланса трех миров, мог сбежать. Понимая, что они не могут его убить, но и просто так не могут оставить его в живых, было принято варварское решение – расчленить его. 2 руки, отвечающие за стагнацию и развитие, были оторваны. Вместе с ними они вырвали его сердце. Внутренние органы лишили его 2 ног, оставив тем самым лишь пустую оболочку, держащую миры в равновесии, получив нужного им короля душ. Есть даже теория, что он лишен мозга. И этим самым мозгом и был Грэмми, Штернриттер Ви. Теперь, услышав это, вспомните последние слова Айзена перед запечатыванием, адресованные Урахаре. Как можно подчиняться этой хреновине? Таким образом, на всех 5 благородных кланах висит грех рождения трех миров. Они варварским способом заперли короля душ в его кристальной клетке. Но самое страшное таится в мерах предосторожности некоторых из них, из-за чего короля душ сделали банальной оболочкой, пустой по своей сути, батарейкой Duracell, подпитывающей все 3 мира. Что же до самих аристократов, их позиция в обществе душ абсурдна, они буквально неприкасаемы. Например, Такинада, который был лишь в слабой ветке клана Цунаяшира, убил свою жену Кокё из-за ее претензий к нему после убийства товарища. Садистически подстроил разговор с Тоусоном, изменив его мировоззрение и заставив избить его, и получил в наказание домашний арест. Но если бы он был из основной семьи, всю смерть Кокё объяснили бы 2 способами. Ее бы сделали преступницей и просто казнили, либо бы вообще стерли ее существование из мира, уничтожив все записи и все упоминания о ней. Статус благородной семьи в Бличе — это вседозволенность и, конечно же, информация о истинной сути вещей. Да, ты не ослышался, немногие в Бличе знают правду о том, что король душ, который правит сообществом душ, обычный манекен без рассудка. И тем более не знают о том, как он вообще оказался на своем месте. Также, как бы банально не звучало, но в сообществе душ также есть классовое распределение и разница в зарплатах. Да, у капитанов и лейтенантов есть зарплаты. Обычная заколка Кучики стоит как автомобиль, гитару же лейтенант может себе позволить с рассрочкой на 3 месяца. Данный нюанс мы узнали в новелле «Убойся своего мира». Еще немаловажным фактом
фактом будет то, что ни Совет 46, ни Гётей 13 не могут вмешиваться в дела благородных семей, с той поправкой, что можно, если только они творят преступную деятельность. Однако какая разница, если все равно будет поздно, прав-то у тебя вмешиваться нет. Ну и никто из них не подконтролен никому в сообществе душ, наоборот, это вы их прислуги. Теперь же Совет 46, их можно описать двумя словами, вот прям точно. Сказочные долбоебы. И это я не беру те моменты, когда Айзен вырезал их первый состав и принимал решения в свою пользу. Давайте начнем с базы. Состоит совет из 40 мудрецов и 6 судей, которые являются действующей властью как в мире людей, так и в Сейритее. На бумаге они являются выше аристократов, но это лишь на бумаге. В их резиденцию запрещено входить всем, плевать какого ты статуса, гражданский, негражданский, капитан или главнокомандующий, похер. Большинство из них сидят на своих должностях сотни лет. Им давно, блять, пора на пенсию. Это старые плешивые истуканы, которым власть застила глаза, ибо понятия вентиляция власти для них нет. Все судебные процессы проходят крайне строго. Обвиняемым даже не сообщают ни в чем их обвиняют, ни источник обвинений до того самого момента, пока приговор не скажут. Нет, вы вдупляете? Тебе говорят, в чем ты виноват, когда уже приказали изгнать или посадить. А если ты попробуешь говорить, когда тебе не позволили, тебе накинут еще 1000 лет заточения и пошлют нахуй. Абсурдно? Да еще как. Хотя о чем говорить, если именно эти люди придумали гнездо личинок. Напоминаю, туда садят под стражу ни в чем не повинных людей за то, что они имеют опасный потенциал и в теории могут причинить вред сообществу душ. А бывшие синегами тоже попадают именно туда. Так что выйти со службы из Гётея можно либо через смерть, либо через вот такую своеобразную пенсию в гнезде личинок. Теперь о известных решениях. Напоминаю, не берем тот период с казнью Руки, где все подстроил Айзен. Одно из самых вопиющих, на мой взгляд, происшествий связано, конечно же, с Урахарой и Вайзардами. Этот случай демонстрирует в полной мере всю в кавычках глубину судебного процесса Совета 46. Без суда и следствия скинуть всю вину за пустификацию товарищей на Урахару, когда все твердили, что виновен Айзен. Но у него же, блять, было алиби от солдатов и Кьораку, который видел его в ту ночь. Урахару хотели лишить силы, навечно сослать в мир людей. Тесая, который обязан знать запрещенные кидо, как капитан кидо отряда, обвинили в этом самом использовании тех самых, сука, кидо и дали ему всего лишь пожизненное наказание на 3-м уровне подземной тюрьмы. Шинджи и еще 2 капитана и несколько лейтенантов не по своей воле стали пустыми. Вы ничего толком не знаете о их пустификации, но у вас есть человек, который может все исправить. Он гений сообщества душ. Что вы сделаете с ними? Правильно. Дадите распоряжение убить всех подчистую. Самый гуманный нахуй суд в мире. Все 3 обвинения — это прямое доказательство их некомпетентности как судебного органа, который принимает решения, исходя из своей трусости и алчности. Рядовые обращения граждан они даже не рассматривают. Напоминаю, Тоусон идет к ним обратиться по поводу Какё, смерть которой просто взяли и забыли, а ее мужа так и не наказали. Послали его в жопу и пес с ним. Мать Нанао потеряла клановый меч. Поправка для зрителя, на самом деле передала. И за потерю ее казнили нахер. Эту линию продолжают гнуть даже в филлерах, их вообще не хотят как-либо представлять в добром свете. Клан Касумиоджи был такой. Вот Ямамото, сильнейшему по лору синегами за 1000 лет, запретили даже лезть в дела этого благородного клана. Обучение Зараки владению меча. Совет 46 был в таком шоке от его силы, что трени прервали на следующий же день. Это вообще что за решение? Это не прайм ребенок Зараки. В момент получения статуса капитана 11-го отряда Кенчик был слишком адаптивен к своему противнику. Его до событий с Ичиго, который, если что, без Банкая дал ему пиздов, до событий с Аранкарами, Ями и Найторой, даже Унахана вынесла бы вперед ногами. Но на этот раз не излечивая его смертельные раны сотни, а то и 1000 раз. Про деда я вообще молчу, стерел бы его в порошок. Грубо говоря, решение выглядит следующим образом. Ой, мы боимся силы Зараки, но у нас есть как минимум 2 капитана на этот момент сильнее Зараки. А еще эти старые пердуны лютые садисты. Раньше у них была любимая казнь, называлась это яма, запечатывающая душу. Синегами бросали в яму, которая была покрыта душегубкой, блокирующей реакцию и силу, и в эту яму бросали пустых, чтобы те жрали синегами, нарушающих порядок. А судя по правилам, которые придумал Совет 46, более половины из этих самых виновных людей были ни хрена не виновны. Думаете, это все первый состав такой тупой и несправедливый? Решение второго состава Совета 46.
Майюри в первой арке взорвал выпускников Академии под лживым предлогом вступления в отряд или повышения звания. Судить мы его не будем, ибо первый состав Совета 46 ему все простил. Ой, у нас недостаток капитанов в Гютей 13. Возьмем прошлых и пусть пустофицированные, ничего страшного. Сделаем им специальный запрет на использование масок на территории Сейритея. Именно поэтому, чтобы тренировать Хисаги, Кинсей вывел его на территорию Рукангая. А Кэпы в сражении против Квинси так и не применили свои маски, ибо им, блять, запретили. А чем карается нарушение? Напоминаю про запретный Кида, из-за которого Кинсея отправили на пожизненное. Кюраку говорит: мне как капитану Гютея нужны 2 лейтенанта. Закройте пасть и примите эти условия. Ему как главнокомандующему виднее, он все обосновал. А Кикиба опытен, а Нанао найдет со мной общий язык. Нет, надо раскрывать пасть и говорить, что 2 лейтенанта как-то многовато. Из казны бабки платить. Душевные рубли, видите ли. Далее, тот самый кейс с Зараки и Айзеном. На вас напал ЧВК Ванденрейх, половина Гютея лишили банкаев, предыдущего главкома убили. Враг намного сильнее вас, и если вы сейчас не примете решение, всему вашему миру конец. Что сделал Совет 46? Повозникал, пока Кюраку в очередной раз не заткнул им пасть, мол, сами себя сейчас защищать будете. И порешал уже вопрос с силой Зараки, и как видите, вообще не зря. А также с кратким выпуском Цербера в виде Айзена с цепи, и как вы понимаете, тоже не зря. Все это решения и правила, о которых я вспомнил, но уверен, есть еще те, о которых я забыл, так что накидайте их в комментарии, ибо Совет 46 самая абсурдная организация, где каждый тупее друг друга. За исключением одной маленькой девочки, но не о ней сейчас, ибо опять-таки нужно окунаться в новеллу. Но кто же виновник всей этой системы? Либо тот, кто ее одобряет. Кто стоит за решениями, тщательно скрывая все происходящее от обычных жителей, синегами, зачастую офицеров и лейтенантов, и даже капитанов. В моих глазах это Ичибэй. Да, второе существо после Короля Душ. Представитель расы синегами с его прото-занпакта. Не ведитесь на его образ. На деле характер Ичибэя раскрывается в сражениях. Он буквально и метафорично связан с тьмой этого мира, являясь стражем куклы, которую именуют Королем Душ. Именно он отдает приказы Совету 46, ибо эти додики не обладают правами вмешиваться в дела королевского отряда. Ну что, видите иерархию? Совет 46 не контролирует ни благородные семьи, ни Ичибэя, а лишь получают от него приказы под видом королевских заданий. А что касается нулевого отряда, тех, кому безразличны все дела, кроме дворца Короля Душ и его защиты, тоже очень противоречивый момент. Айзен устроил буквально восстание у Экамунда, собрав свою собственную армию, обезвредил Ямамото, лидера Гютей 13, сильнейшего за последнюю 1000 лет синегами, обрел бессмертие, что уже как бы причина для запечатывания, и намеревался принести целый город в жертву для создания ключа к проходу во дворец. Что сделал нулевой отряд? Ничего. Это ж никак балансу не угрожает. Теперь второй кейс. Азашира показал свою способность изменения души. Перебил несколько капитанов, планируя войти в Рукангай. Что сделал нулевой отряд? Явился полным составом по душу одного единственного капитана с очень противоречивой силой из-за слабостей Банкая Азашира. Где логика? Ее нет. Это двойственность правил, которые Бородатый посылает куда подальше. Но что же по жестокости Ичибэя? Вся жестокость в недосказанности. Именно от него идет инициатива конфиденциальности. Лишь несколько человек знают о истинной сути Короля Душ и зарождении 3 миров с первоначальным грехом. Все это хранится, конечно же, в тайне. Но что же произошло после смерти Короля Душ? Кто встал на его место? Это был труп Яхве, разрезанный на 2 части. И теперь вот этот вот уродец, буквально действительно вот труп, это еще хуже, чем марионетка, выполняет функцию Короля Душ. И его защищает Ичибэй. Но что бы было, если бы он не подошел на эту роль? Ичибэй не скрывает своих намерений. Он бы убил Ичига, ибо по своей структуре сил он такой же, как Соул Кинг. Поэтому Кюраку и проведал друзей Рыжего, сказав, что есть шанс, там 1 на 10 тысяч, что вы никогда с ним не увидитесь, ибо Ичибэй мог его убить и заточить в кристальную клетку. Осознайте эту информацию. Парень, который спас ваш мир уже 2 раза, если что, делая работу и за нулевой отряд, который оказался бесполезен против Яхве, и за Гютей 13, который не справился с Айзеном, должен быть убит вами ради вашей мнимой справедливости и понимания мира в ваших глазах. Точнее, в глазах Ичибэя в первую очередь, и потом уже других представителей нулевого отряда. Как же это должно ломать гордость и честь этих псевдозащитников справедливости, что именно главный преступник сообщества
сообщества душ, то есть Айзен, и парень из мира людей, то есть Ичиго, спасли все миры, а вы, те, кто строил текущее мироустройство, сосали болт ничего не способные, защитники царского дворца, отлетевшие от Яхвы до его финального пауэрапа. Именно из-за статуса, долгожития и первых способностей Синигами на Ичибэе также лежит огромная вина за всю историю вселенной Блич. Мироустройство и понимание действительности людей сформировано именно из его приказов. Теперь вернемся с небес на землю, если так вообще можно назвать Фейри Тей. Там тоже есть один персонаж, также на лидерской позиции, который внес огромный раскол в формирование современного мира Синигами. Я говорю о старике Ямаджи. Напоминаю его биографию и его товарищей. Гётей 13 в прошлом это была незащитная организация, точнее она была таковой лишь на словах и записях. На деле это были отбитые убийцы, уничтожающие все и вся. И самым кровожадным был Ямамото. Азашира отмечает, что несколько сотен лет назад он бы даже диалог с потенциальным преступником вести не стал, я про Ямамото. Он сразу бы достал меч и убил. И мы понимаем, почему он так говорит. Диалог это не для деда вообще. Вернемся на несколько сотен лет назад. Методика уничтожения пустых у Квинси была другой. Они их стирали ровно так же, как и король душ в древности, кстати. Ямамото не нашел решения или какого-либо компромисса. И просто устроил геноцид целой расы, которая была ответвлением от короля душ. Но в последний момент не смог убить Яхве. Видимо из сожаления, который говорил, мол явился демон и сделал все только хуже. О нелогичности самого Ямамото можно говорить долго, поэтому советую посмотреть мой отдельный видос по данной теме, подсказка сверху. После геноцида большей части Квинси он одобрил опыты, которые проводил Майури. Напоминаю, тот убивал, вскрывал, сжигал, заставлял убивать собственных детей, уродовал тела Квинси до неузнаваемости, и все это с разрешения Ямамото и Совета 46. Всю свою юность Генрюсай шел по трупам, жертвуя своими товарищами без колебаний. Не удивлюсь, если нам раскроют злую сторону старика и станет понятно, что стало с первым составом Гётея 13. Мне кажется, он сам их в соло всех убил там по одному, либо сослал в ад по очереди. Старик Яма – обычный бандюган, добравшийся до власти, кукуха которого давно уже чик-чирикает. Делая выводы по ролику, можно сказать следующее, по пунктам. Само зарождение мира Блич – это грех. Взять своего защитника, заковать его, пусть и по его же воле, и лишить всех органов, сделав простой оболочкой, скрыть все это, заставляя жителей сообщества душ поклоняться божеству, которое ничего за собой не несет, и обвинять Айзена в том, что он пытается нарушить мироустройство, которое просто создано из ебаной лжи и действительно держится на иллюзиях. Это Атас. Действующим органом власти выступает Совет 46 стариков, которым давным-давно пора на пенсию, но власти перед благородными семьями они не имеют никакой, и тем более перед нулевым отрядом. Сам же нулевой отряд появляется когда захочет, выдавая иллюзорные правила. То они лезут в дела Гётея, то не лезут. Их лидер Ичибэй, главный держатель всей лживой системы, который в самый ответственный момент не выполнил своей роли защитника, скинув все на преступника и юнца, которого в альтернативном случае сам хотел убить и поставить на место короля душ. Очень справедливый мужик. Лидер Гётея защитной организации, бывший преступник, устроивший геноцид целой нации и своими решениями усугублял все из года в год, не прислушиваясь к советам других и допустил возобновления войны. И при всем при этом есть еще одна неизведанная территория, которая была отдельной еще в те времена, когда всех трех миров не было, а был единый один. Это ад, в котором должна быть альтернатива короля душ, или скорее пожиратель душ. Но об этом мы узнаем через несколько лет. Вот такая вот темная сторона мира Блич. Это не лайтовое произведение на самом деле, это лишь кажется на первый взгляд, то что здесь все весело и бабочки такие вот летают. Весь же лор мироустройства соткан из всего негативного, что есть и в реальном мире, и наверное Куба именно это и хотел нам передать. Благодарю тебя за просмотр, оценить ролик ты можешь с помощью лайка. Рекомендую подписаться как на канал, так и на группы ВК и Телеграм, куда я выкладываю процесс работы над роликами. Ну и отдельное спасибо шейхам, которые поддерживают канал материально. С тобой был Рабаши, увидимся в следующем видеоролике. Чумба.